Президент Азербайджана Алиев не принял участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву. Ильхам Алиев нашел хороший повод, чтобы не ехать на 9 мая в Москву. Формальная причина – азербайджанский президент будет участвовать в мероприятиях, связанных с днем рождения Гейдара Алиева. Оно будет 10-го. На самом деле это отмазка. Такое ощущение, будто она выбрана специально. Чтобы оправдание вроде как и было, но при этом такое, чтобы всем все было и так понятно. Азербайджанские СМИ в этой связи открыто пишут, будто Алиев таким образом наказывает Москву за недостаточные извинения за авиакатастрофу в Актау, которая, напомню, стала следствием налета украинских беспилотников и крайне спорных действий экипажа азербайджанского самолета. Учитывая, что речь идет не просто о Дне Победы, а о 80-й годовщине, подобное поведение пахнет лицемерием. На самом деле это открытый вызов Москве, которая придает чествованию Победы колоссальное значение. Пожалуй, сейчас это главный символ для руководства России. Так что отказ Алиева – маркер. «Я не с вами, мир изменился». Внутренняя азербайджанская аудитория, окрыленная оккупацией Арцаха, хочет, чтобы шоу, где Баку всех ставит на место и карает непокорных, продолжалось. Видя, что Москва развернута на решение задач на Украинском театре военных действий, в Баку решили показать, что сами являются полюсом силы, тем более, что совсем рядом одобрительно кивает головой Эрдоган. Изначально Алиев дал понять, что будет участвовать в мероприятии, и даже послал для участия в параде коробку своих командос. Некоторые причины, озвученные в азербайджанской прессе, якобы повлиявшие на отмену визита азербайджанского лидера в Москву. Первое. Несмотря на то, что с момента крушения пассажирского самолета «Азаал» прошло уже 5 месяцев, со стороны России не было предпринято никаких оперативно-следственных мероприятий, а виновные в данном инциденте не были найдены и привлечены к ответственности. Второе. Кибератаки на ряд азербайджанских медиаресурсов были осуществлены с территории России. Москва также не внесла ясности в этот вопрос. Третье. Несколько дней назад депутату парламента Азербайджана Азеру Бадамову запретили въезд в Россию, задержали в аэропорту Москвы и депортировали. Российская сторона не сделала никаких обоснованных заявлений по данному вопросу. На этом фоне посол Украины в Азербайджане поблагодарил Ильхама Алиева за его участие в мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву. «Большое вам спасибо, господин президент», написал он в своей соцсети. По некоторым инсайдерским данным, Алиев не прилетел в Москву из-за Кадырова. Президент Азербайджана отказался посещать празднование 80-й годовщины Победы в Москве. В этот же день Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Казалось бы, это две отдельные новости, но на самом деле нет. Алиев давно требует наказать Кадырова за историю со сбитым самолетом «Азаал». В Баку ожидали, что на фоне недавнего заявления Кадырова и ухудшения его позиций Владимир Путин решится его уволить, поясняет ситуацию источник в дипломатических кругах. Вот почему в последние дни Кадыров так много говорил о том, что хочет оставить свой пост президента Чечни. Но вместо этого Кремль решил показать силу, и президент лично встретился с Кадыровым, чтобы узнать о социально-экономической ситуации в Чечне. Понятно, что речь на встрече шла совершенно о других вещах. Алиев дал понять, что стоять на параде рядом с убийцей азербайджанцев он не будет, а именно Кадырова в Азербайджане винят в катастрофе рейса Баку-Грозный, сказал нам источник, знакомый с ситуацией. «9 мая для меня это больше день скорби, чем радости. В этой войне не было ничего светлого, ни для побежденных, ни для победителей. Погибли миллионы. С одной стороны, жертвы дикой нацистской идеологии, с другой – миллионы жизней, отданных за спасение империи. 300 тысяч армян погибли не за свободу своей родины, а за интересы чужого государства, которое в любой момент могло обернуться врагом. Эта дата должна напоминать об одном – нельзя воевать ради сохранения чужих империй и интересов. С таким числом солдат мы могли бы быть независимыми, а Армения – больше, сильнее и свободнее. Нельзя строить атомные и водородные бомбы для других, если на своей земле нет даже одной. Нельзя создавать военные самолеты для чужих армий, если у тебя нет своей.
Твоя победа в войне, науке и технологиях остается другим народом, другим странам. А в истории, в лучшем случае, останется только твое имя. Россия не просто подвела Армению, она бросила нас в самый ответственный момент. Когда над нашей страной нависла смертельная угроза, в Москве предпочли закрыть глаза, а вместо обещанных поставок отправили вооружение в Баку. Но мы не сломались, мы не стали умолять. Армения начала путь, который давно был нужен, путь к настоящему суверенитету. Мы перестали ждать подачек от тех, кто считает нас вассалами, и начали строить реальную безопасность. С новыми партнерами, по новым стандартам, на условиях равного уважения. Там, где Россия торговала нашей безопасностью, Армения выбрала честь. Там, где нам навязывали зависимость, мы выбрали свободу. Пусть Кремль продолжает играть в свои сделки с Баку. Мы заплатили цену за доверие, и больше ее платить не собираемся. Сегодня Армения идет вперед. И назад, в тень предательства, мы уже не вернемся. На этом фоне Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению, предусматривающему создание международного транспортного коридора между Персидским заливом и Средней Азией. Проект меморандума одобрен правительством, далее его направят в парламент. Присоединение Армении позволит национальным транспортным компаниям на более выгодных условиях пользоваться инфраструктурой портов Персидского и Оманского заливов, а также логистическими узлами в странах Средней Азии, усилит транзитную роль Армении, упростит перевозки и таможенные процедуры, обеспечит доступ к международным рынкам. Первоначально участниками соглашения выступили Иран, Оман, Катар, Туркменистан и Узбекистан. Позднее к ним присоединились Казахстан, Пакистан и Индия. Отмечается, что этот шаг соответствует стратегии правительства Армении «Перекресток мира», а также способствует укреплению привилегированных отношений с Ираном и развитию дружественных связей с Индией. Процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться в нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества. Об этом говорится в докладе, принятом в среду Европарламентом. За утверждение доклада проголосовали 367 евродепутатов, 74 против и 188 воздержались. Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением демократических стандартов в Турции и неустанным подавлением критических голосов. Они осуждают жесткие действия против недавних мирных массовых протестов и преследование сотен протестующих посредством поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений, отмечается в коммюнике ЕП по итогу состоявшихся на пленарной сессии в Страсбурге дебатов. Как следует из доклада, турецкое правительство не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки, что необходимо в процессе вступления в Евросоюз. Согласно документу, турецкие власти подталкивают страну еще дальше к полностью авторитарной модели. В докладе сказано, что членство в ЕС зависит от выполнения определенных критериев вступления, таких как стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, добрососедские отношения, соблюдение международного права и соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Это абсолютные критерии, напоминают парламентарии Евросоюза. Критерии членства в ЕС не подлежат обсуждению, подчеркивается в докладе. Европарламент призвал турецкие власти, институты ЕС и государства-члены Союза продолжать работать над более тесным, более динамичным и стратегическим партнерством с особым акцентом на действиях по борьбе с изменением климата, энергетической безопасности, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и региональной стабильности. В декабре 1999 года Европейский Совет признал Турцию в качестве страны-кандидата на членство в ЕС. В октябре 2005 года начались переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. А в 2018 году Совет ЕС заявил, что эти переговоры приостановлены. Переговоры фактически зашли в тупик, говорилось в документе Совета. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.